Если тебе хочется называть нас пидорасами, пишите, самое главное, свой телеграм-ник, чтобы мы вас нашли и выебали. Как у них вот так ликвидность, да? То есть он читал, букв много, нахуй эти инструкции, Боинг и так заебись, он сам летает. Это не альт-сезон, это щит-сезон. И просто здесь будут прикольные истории, как проебать $1 миллион, допустим, за неделю в крипте. Это, блядь, венчурный подкаст про венчурные, блядь, инвестиции. Писюном стол шатаю. То, что нас очпокают искусственный интеллект, это уже не вопрос, очпокает ли, а просто когда. И снова привет, это подкаст Angel Talks, подкаст про венчурные инвестиции, про технологии, стартапы и крипту. Ты так неожиданно начал. Неожиданно, блядь, я начал. Да, всем привет. Ну чё, во-первых, сразу хочется вот показать сегодняшний... Вот эти книги, и сказать, что эти книги нам, а не вам. Не, но одна есть, которую мы разыграем. Мы придумаем, за что и разыграем. Это вот это. Пусть она вот здесь лежит, а эти три, да, мы эгоистично решили забрать себе и никому не отдавать. Да, сегодня мы будем говорить про крипту вообще в целом, когда был ран, что там по ретро-дропам. На самом деле я как бы из крипты как будто выпал, когда вот кончился булран 2021 года, стало все так скучно, неинтересно, и я отдалился от всего этого. А недавно буквально что-то потихонечку начал смотреть на всякие щиткоины, такие как Секс, Гримас, Сандай, полный ужас и забавная штука. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Носко. Это основатель что ты? Да. Основатель про блокчейн-медиа. Несколько там YouTube-каналы, Telegram-каналы. Говорят про крипту, про скам, очень много скама. И вот этих вот книг, кстати, тоже. И вот этих книг. Да. Писатель, основатель. Писатель, получается, еще теперь добавился. Да, главный скамщик СНГ-пространства. В общем, да. Говорится, много чего есть, если все я иногда теряюсь, знаешь, когда начинают, вот, представьте, если там коротко, что elevator pitch, то есть тебе надо за 30 секунд что-то сказать, и ты думаешь, так, с чего начать? Ну, типа у нас там 16-го года, да, медиа, это основной источник. Потом появились там какие-то сайт-проекты, типа там сейчас IT-проекты, всякие там по автоматизации вот этих как раз аирдропов, ретродропов, это уже маркетплейс целый, да. Потом появились много разных каналов, и анимацию, мультики мы делали и на английском, и на русском, и там что-то сейчас там для ВК делаем, конференции проводили, да, вот и в Сочи, сейчас в Москве было. Давай по-другому. Я выступал на этой конференции. Да, кстати, Серег, спасибо, что поддержал, пришел, прям ты мне просто достал, ты, блин, в Турции меня выловил, сказал, ты заебал, говорит, давай иди выступай уже. Слушай, чтобы подытожить из всего того, что ты перечислил, 3 вот сейчас топовых направления с точки зрения того, что вам генерирует доход. Ну, что смотри, это? Так и остается, наверное, вот. Причем сейчас они как раз ровно разделились примерно по 30, вот конкретно на текущий момент, вот когда ты спрашиваешь, по 33% примерно. Это, ну, вот мы там что-то подбивали, это вот так медиа получается, да, и за счет того, что у нас все равно больше это СНГ, и часть компаний вот с 22 года щеманулась с СНГ, да, куда-то по другим направлениям, некоторые прям тотально закрылись, вот, поэтому у нас там небольшая просадка, и где-то 33% сейчас это медиа направление. Потом 33% прямо сейчас в моменте это сервис вот этот маркетплейс аирдропов, про него потом отдельно проговорим, что все аирдропы это скамина. Ретро-дропы. Да, скам, да, про вот этот вот скам, ретродропы, скам, дадут ли вам этот скам, да, или это все просто развод, и на нем кто-то зарабатывает, а не вы. Но не вы. Да, вот про это тоже поговорим, и есть же варианты руками делать, да, есть разные, вот, и вот 33% сейчас в копилке вот этот маркетплейс несет, я расскажу потом, как он работает. И еще 33% это как раз вот то, что связано с академией, с закрытым чатом, в который ты хотел попасть. Я думаю, мы решим этот вопрос. Он там разделился на 2 части, то есть есть 1250 человек, это как бы основной чат, мы его как Discord сейчас оформили, сейчас телега много там что дает делать. Вот там Паша Дуров разошелся, он в себе туда включил все, что можно включить, вот, и сторисы, и там сейчас чпокают эти бедные каналы, даже мы криптоканал, он у нас растет, допустим, да, подписчиков, и получается нам постоянно надо делать какие-то бусты, что-то там разыгрывать, чтобы все покупали этот ебучий премиум. И получается, чтобы ты мог запостить сраную сторис у себя в канале, блядь, ты должен, чтобы, всех напрячь своих подписчиков, чтобы они пошли купили премиум, или ты им должен разыграть его. То есть ты хочешь постить сторис? Одну, блядь, в сутки. Вот этот кружок вонючий, который никто не будет смотреть. Паша, ебаный в рот. Ну, ты имей совесть. У нас, допустим, было 120 тысяч подписчиков. Нам надо было там, не знаю, 150 вот этих вот бустов. На следующий день мы встаем, у нас 121 тысяча подписчиков, мы выросли, мы молодцы. Он, сука, продает рекламу у нас, дороже теперь. Но, блядь, он и сторис мы не можем постить теперь, потому что нам теперь еще надо 10 этих мудацких бустов. Вот, поэтому была минутка Паши Дурова и любви к Телеграму, но вот у нас есть вот этот, да, все равно мы его используем.
Для монетизации в том числе. Вот 1250 чуваков вот в одном канале мы там все разделили. Есть там и трейдинг, и скамухи наши любимые. То есть у нас слово скам нас преследует. Из них 1000, наверное, платят. Да? Вот. И из них и все платят там. У нас там бесплатно ничего нет. Там все платная история. Ребята молодцы, они ничего не делают бесплатно. Это очень круто, на самом деле. То есть, правильно, когда скажешь, мы решим этот вопрос, это мне придется просто заплатить. Какую-то скидочку организуем. Не, кто-то туда может, конечно, попасть. Вот как раз это касается вот этого випового чатика. То есть там, по-моему, человек 60. И вот туда мы добавляем, в том числе бывает, допустим, там приходит какой-нибудь человек очень там известный в крипте, к примеру, да, у него какой-нибудь большой сервис, да, который знает, он там общается с Виталиком Бутериным, туда-сюда, то есть он фаундер. И такого чувака мы можем бесплатно добавить. Вот там есть Антоха Ванынч, они же у вас были, да, то есть вот, ну, такие большие люди, да, конечно. Нир, Ванынч у нас были. Да, вот они там бесплатно. Но если туда хочет зайти чувак, который, допустим, у него, в принципе, пароходы, он там во Владике красавчик, все, но он к крипте отношения не имеет, он просто хочет получить контакты, ну, какие-то там знания, но он по калибру, да, то есть он не хочет тусоваться с хомяками, он сразу привык, типа, ну, что, у меня пароходы там, понятно, да, крутым ребятам, да, я могу. Все, он идет сразу туда и автоматом попытает еще в тот канал. Это, по-моему, самый дорогой ваш продукт, да, такой? Вот сейчас, да, один из самых дорогих, и получается, что, грубо говоря, там вот, ну, сейчас время каких-то скидок, вот этот 11.11, там еще что-то, то есть у нас сейчас там постоянно какие-то акции происходят, у нас там самая дешевая штука, которая там есть, это $200 стоит, это подборка там 24 урока базовых для хомяка, потом какие-то вебинары свежие про вот эти все снайпер-боты, вот сейчас, ну, модно ты сказал, да, про вот эти щитки, про мем-токены, вот как их покупают все через боты. И если ты не знаешь, как пользоваться ботами Маэстро, Банана, вот там целый набор, вот, то тебя там отбреют вообще 100%. Если ты вот этой штукой умеешь пользоваться, то у тебя хоть какие-то шансы есть. Вот. А если не умеешь, и вот мы за $200 упаковали, получается, собрали сначала базовый курс, как, блядь, метамаском пользоваться, как вообще там писюном пользоваться, руками, блядь, глазами, вот этой всей херней для начала. Ты знаешь, курс молодого бойца, типа сначала биология, блядь, это голова, это руки, там, да, не надо в розетку тыкать, ну, то есть базовые такие вещи, блядь. Ну, то есть и планы разные бывают, знаешь, там, типа, кота в микроволновку не надо ложить, блядь. Вот это сначала, потом он сдает, это, знаешь, экзамен, блядь, нашим мастерам, которые поебалу бьют, если, типа, он там не сдал. Вот после того, как он сдал уже, да, вот это все, то есть ему уже там добавляется маэстро-бот, то есть аккуратно включи, сейчас я, может, вообще там все, что ты заработал, снесет, и виноваты в зеркале. Потом вот это еще психология, что если тебе хочется называть нас пидорасами, посчитай до 10. Нет, ну ты можешь назвать, но типа посчитай до 10, вот, посмотри в зеркале, возможно, все-таки ты принял неправильное решение. Тебе же никто с паяльника в жопу не заставлял, да, сюда приходить, там тебе, ну, что-то делать. То есть ты пришел сам, что-то там недоразобрался. И так, у нас что-то мультик. И так сойдет. Да. У нас, и вот это обычно такая хуйня происходит, то есть он читал, букв много, сука, пост длинный, какой-то там бот маэстро, нахуй эти инструкции, Боинг, и так заебись, он сам летает, да? Прикинь, такой пилот, чмо, пришел, типа, ты как там пилотом Боинга стал? Так, короче, хули я там про инструкцию почитал, чат GPT мне подсказал. Я все знаю, короче, пацаны. И был один раз на симуляторе полетал. Да, был дефицит пилотов в Иране, блядь. И ты какими-то иранскими авиалиниями, блядь, решил полететь, там хуйло, блядь, в чате GPT читал, как запускать Боинг, да? Что-то не так пошло. И вот обычно вот эти люди потом начинают писать там вам в комментариях везде, хуйня ваши эти инвестиции в ICO или куда там в pre-IPO. Очки ваши тебя не жмут. Да, типа и так далее. Вот это все, чтобы этого не было, проходится курс молодого бойца. Я напоминаю, у нас сейчас подкаст стендап. Да. Не, я предлагаю, на самом деле, пройтись вот раз... Пройтись, да, я засиделся, отвечаю. 3 блока вот эти вот большие, которые ты назвал, по каждому. Интересно, если ты... Слушай, мне сначала интересно узнать, как у вас в итоге конфа прошла, потому что вы потратили хреновую тучу денег на бесплатную конфу. Кстати, да, интересный кейс был вообще, блядь, бесплатно, ты слово сейчас прозвучало, бесплатно, это для нас новая практика, то есть обычно мы реально стараемся, вот мы... Мне кажется, вы с Максом сидели просто такие, что, реально бесплатно сделаем? Это прививка какая-то реально бесплатно? То есть мы прям ни копейки? Погоди, я правильно тебя услышал? Мне кажется, пиздят, они что-нибудь продали. Не, там, ну смотри, конфа была бесплатная для людей, то есть у нас не было платных билетов, по-моему, был только платные вот эти первые 2 ряда VIP, то есть и туда попадали все как раз, кто вот в этих наших всех VIP-чатах, туда-сюда, под них мы резервировали, и можно было туда прийти, то есть если ты не хочешь платить, типа, там, $20 за VIP-чат и прийти, блядь, посидеть бесплатно, типа, условно, на первом месте, то можно было за 25 тысяч рублей, по-моему, просто купить, прийти посмотреть, как бы, атмосферу, и такие люди тоже всегда есть. То есть он такой, так, ну а что там, что, совсем нет ничего платного? VIP-а совсем никакого нет, знаешь, и он как бы, ну я же не могу, как бы, там, не VIP прийти. Статус не позволяет. Да, и вот как бы, чтобы для таких людей, ну, они определенно есть, как бы, вот, и мы для таких сделали.
А по факту, да, слово вот это бесплатно, и как оно затесалось к нам. То есть, я помню, знаешь, вот мы смотрели интервью Тинькова, Олег, батя, там, Ютуба, знаешь, когда вот у него были там какие-то бизнес-секреты. Да. Вот, и там все это смотрели, и вот он там где-то сказал, вообще у него была концепция, что стартап, сука, должен зарабатывать деньги, а не смузи-стартап, когда они тратят деньги инвесторов и типа играют в капитализацию. И у нас это было понятие, я там сам, тоже из какой-то деревни, да, я учился в военно-морском институте, потом у меня там второе образование есть, этот магистр госуправления, это тоже какой-то пизденефтегаз, знаешь, там госуправление, магистр госуправления, по какой-то там евроинтеграции или как, ну, вот что-то ГИМУ там, факультет да, какая-то назывался. волшебная шляпа Я какая-то. также учился на ГИМУ. Ну, да. Непонятное что-то, ты должен, знаешь, вот сферического коня в вакууме красиво расписать. И сейчас, слава богу, для них теперь есть GPT. А это, конечно, вопрос решен теперь. То есть пацаны там... У нас была специальная такая, знаешь, листочек А4, и там были 3 столбика, и были написаны слова. И ты мог брать этот листочек, соединять первое, второе, третье слово вот так вот подряд в любом порядке, короче, и говорить 1,5 часа без перерыва о чем-то, хуй знает о чем. Чё с конфой? Вот. Ну и конфа, короче, смотри, по бабкам. Давайте по бабкам. Сколько вы тратили? То есть потратили мы примерно что-то около 5, вот, суммарно на всю организацию. Миллионов рублей. Да, где-то 5 в рублях. И по итогу мы свели P&L, у нас получилось где-то минус 1 000 000 рублей. Вот, да, минус 1 000 000 рублей, но при этом это для нас был классный кейс. То есть, во-первых, классная площадка. Ты заценил, да? Очень крутая площадка. Прям огонь. Это ЦДП, рекомендую. Причем, что эта площадка, она муниципальная. То есть там все по договорам, через казначейство Москвы мы там платили. Есть заеб там вот такие договоры. Их надо возить было туда-сюда, подписывать. Ну, это все удобно для людей, короче. Но если вы готовы через это пройти, вот поработать курьером, 200 раз съездить. 200 рублей площадка. Да, то как бы, то есть, ок. То есть вот мы, самая дорогая была площадка, и где-то лям Ты чем-то... заговорился, давай сразу. Лям Смета, чем-то. сколько на площадку потратили? В смысле? Ну, ты сколько на площадку? Ну, смотри, Ты говоришь, самая дорогая. полтора площадка. Интересно просто, давай по смете да, пройдемся. потом где-то 1,5 суммарно вышла эта история. Режиссер, вот полностью все сопровождение. Вот нам делали ребята, которые делали синергию Аветову. Вот я у Аветова попросил девчонку, а она, ну, на опыте, как бы, она с этой площадкой несколько раз работала. Она знала вот эти все подъебы, Ну, понятно, которые всю там будут. техничку. Да. Потом еще кейтеринг, я уж точно не помню, что-то тоже там 500-600 кейтеринг. Потом там еще, соответственно, были вот став, тоже, наверное, вышел где-то там в 500. И плюс еще мы делали же вот эти какие-то, печатали там брендволы, какие-то там штуки, да, потом организация трансляций, ребята из Сочи приехали, которые нам делали в Сочи, вот они приехали. И ну и так вот по чуть-чуть, там-сям какие-то еще моментики. Потом наших людей в командировку отправить, там часть из Севастополя приехала, часть там из Еката, ну то есть у нас же команда распределенная, всех мы там подтянули, плюс командировочные вот на 2 дня. Ну и, короче, по кругу где-то вот мы в 5. И по итогу минус лям, но мы... еще куча контента мы снимали. То есть мы еще наняли отдельно вот этих рилсмейкеров, там, видеографов, отдельно там бегало много людей. И мы сейчас вот до сих пор этот контент монтируем. И да, получается, косвенно... Макса постоянно. Да, косвенно. Для нас по контенту, по кейсу мы познакомились много с кем. Мы же пригласили там со Сбера чуваков, там, по-моему, там МТС Банк, там Ракип, там, ну, там Серега был, потом еще там Поставил наравне просто да, меня. ВК, короче. И сейчас вот эти все контакты, они разматываются. С Прихановки там что-то там, кто-то приезжал, какие-то там ребята. Вот сейчас, получается, 23 числа они меня в Плешку пригласили там какую-то лекцию прочитать про блокчейн. Ну, придется как-то учить русский язык. И не так материться. Да. Хотя там нормально. Люди-то там нормальные, да. Я бы мог нормально им объяснить. Как раз на нашем языке. Но преподы могут не понять. Будет сидеть какой-нибудь профессор там, икать будет потом, типа, что-то... Не понял я вот это вот хуй, бля, это какая версия блокчейна? Самая последняя, типа, деда. Все нормально, не ссы. Сейчас школьники твои там сделают. Ну и, короче, в целом вот этот минус лям, я считаю, это наше вложение вот в эти все знакомства, которые сейчас разматываются. А на чем вы заработали? Почему минус лям-то всего лишь? Мы не заработали, но я же говорю, минус лям. Ну, а 4-то купили чем? 4, смотри, у нас все равно там был BitChange, спонсор, потом были ребята BitGet, они давали, ну, то есть там у нас было где-то 3-4 топовых спонсора, которые как бы вот эти там часть 4 перекрыли, и остальное мы своими деньгами Типа закрыли. по миллиону, грубо говоря, каждый. Ну да, то есть получалось не сильно много. Мы как-то спонтанно эту всю историю сделали, и у них бюджеты все уже были запланированы на Дубай, на Серегину конфу, вот Серега Хитров, он делает Дубай, вот, да, и они уже туда стенды, все вывезли, как бы, у них даже нечего было разворачивать. То есть даже майнеры были готовы, но у них тут не было ни хера, ни стендов, ни майнеров, они уже все, типа, все на Дубай. Потому что буквально через, по-моему, 10 дней уже был Дубай.
Но это наш просчет в плане Рядышком календаря. слишком, да. То есть мы в следующем году уже есть заявки, то есть от Bitmain, там от тех же бирж, они хотят провести в следующем году, у них как раз сейчас идет планирование вот на конец года, и в принципе, наверное, в конце апреля оптимально. То есть в конце апреля там сильно много конф прям тут нет, кроме опять дубайской. Мы любим. Вы рядышком идете, да? Да. Но если они заплатят сейчас, то это сработает. То есть, грубо говоря, да, если будет бюджетирование, они перекрывают, мы уже там обсчитали, что типа теперь нам надо заработать. То есть, грубо говоря, мы просчитываем так, чтобы хотя бы, допустим, $100 тысяч мы собрали, а дальше уже будем смотреть. То есть мы понимаем, что мы точно вкладываемся в 5-6, это как раз, по нынешнему курсу это 60. И у нас еще какой-то зазор остается, и там еще время на то, чтобы добрать. Еще и билеты можно продавать. Мы, я думаю, не будем. Оставим вот концепцию бесплатно и только VIP. То есть вот интересно, потому что нет, получается, по сути, бесплатных таких, довольно большого формата. Бесплатно нет. Вот там даже завтра будет Terra, да, какая-то Terra The Trends, вот они тоже платные. Я там выступаю. Приеду, я в 12 приеду. Слушай, нельзя говорить завтра, у нас подкаст выйдет, хер пойми когда, это не завтра будет. В текущий момент Это завтра. было. На момент записи в нашей кротовой норе, там, ебанете к нам. Да, это будет завтра. Сходим. Ты выступаешь там? Нет. Почему? Я уже все свои эти рассказал. У меня 2 презентации, я их по кругу гонял, надо сделать. У меня есть еще 3. У меня одна, я везде ее. Не, у тебя вечная, типа IPO, там, какой-нибудь там, при IPO, там, да, все, там сложная схема, распила ваших денег. А что по аудитории к вам, которая приходила? На бесплатно кто приходит в основном? Слушай, там у нас была солянка. Во-первых, мы у себя рекламировали, плюс мы медиапартнеров потянули разных. Причем мы еще за это как раз прикольно, мы оттестировали, у кого хорошо зашли посты. То есть вот мы обменивались контентом, кого-то приглашали, и мы посмотрели заодно статистику, у кого как вообще работа с аудиторией. Классно у Арута отработала. То есть у него, по-моему, из всех медиапартнеров самый классный был этот переход. То есть мы по UTM посчитали, он больше всего людей от него пришло. И у него было выступление отдельно тоже. Поэтому вот мы это просчитали. Было тоже прикольно все это померить. Я имею в виду, это аудитория какая большинство? Это начинающие, без денег? Или слушай, там вот из того, что мы вот сейчас отсматриваем материал, мы же записывали, там спрашивали какие-то вопросы, да, то есть там прям были вообще начинающие, которые вот просто, бесплатно, пойду тогда посмотрю, что у вас там за скаминами, биткоины ваши эти. Вот. И вот такие были. И был такой наш уверенно начинающий уровень. Слушай, у вас еще были проекты, меня после выступления облепили стартаперы. Там приходили там чуваки тоже, да. Слушай, каждый, видишь, под себя, то есть с какой-то целью приходил. Каждый под свою задачу. Окей. Ну что, есть предложение пройтись по всем направлениям, которые есть у ребят? Посчитать бабулес. Может быть, мы по темам уже поговорим. Когда был ран, когда что. Потому что смотри. Когда был ран. Да. Потому что смотри, сейчас что-то там по альткоинам что-то происходит, какие-то движения происходят, говорят, альт-сезон начинается. Вот сейчас, на самом деле, прям сейчас много чего происходит. И с камеры активизировались. Наша любимая тема. Особенно на Solana. То есть, во-первых, Solana растет, а она там триггерит сейчас. То есть люди смотрят, и вот может буквально на момент записи, опять же, подкаста, она может сходить до 60, потому что ее там сейчас перпетуал, вот эти все листят Coinbase. То есть Coinbase, американская, да, добавляет Solana, хотя Solana там вроде как аффилирована с FTX, но им насрать, они видят, что там какой-то движ, там памп происходит, туда сейчас идет ликвидность, и Coinbase тоже, а хули мы что тут, типа бабок нам что ли не надо, да? И Coinbase листит Solana, прям вот сегодня, вот на момент записи подкаста. И, соответственно, я когда к вам шел, где-то была в районе что-то 55, то есть она может там до 60 доехать, удержится она там, это другой вопрос, но у нас есть типы, которые вот как раз про сигналы, да, в чатике, с $40 в лонге, вот уже вот этот с 40 до 60 почти всю позицию забрали, и там типы есть вообще опасные на 100-м плече. То есть это просто там самурай какой-то, знаешь, у него просто путь. И на Solana можно же разворачивать тоже жетоны, какие-то токены, и там есть тип, который за последний вот когда вот этот рост идет, вот за там неделю или за несколько, там, я не знаю, он развернул, по-моему, штук 300 разных токенов, то есть он каждый день разворачивает там десяток каких-то токенов, и просто он их листит, добавляет ликвидность, там все дешево стоит, и потом скамит. И он уже заработал, по-моему, $5 или $6 вот таким методом. То есть он просто разворачивает десяток токенов с разными названиями, грок, шмок, чпок, там, знаешь, вот все, что он типа сканирует вот этот, и Твиттер Илона Маска, допустим, у Илона Маска нейросетку он запустил, грок, или там какая-то там очередная его шляпа, да, вот, и все сразу же, как только Илон Маск пишет какую-то хуйню, сразу
сразу под эту хуйню через 3 секунды появляется токен. Бля, во всех сетях. И самое интересное, что он периодически стреляет. И как бы на этом тоже можно заработать, и типа это все отслеживают. Есть уже боты разные, которые все это сканируют, и это отдельная игра. Ну, то есть это вот ты можешь либо в казино пойти полудоманить, да, либо ты можешь взять и ты в токены поиграть. И вероятно, что ты в токенах выше выиграть, чем в казино. То есть вот такая штука есть. Поэтому токены вот сейчас конкретно, вот этот весь щит-сезон. Это щит. Это вот щит-сезон, вот именно щит-сезон, он, скорее всего, жив. И альт-сезон, если взять, допустим, тот же эфир, вот на момент записи, да, подкаста, эфир, опять же, он сейчас вышел выше двушки, и у нас там есть пулы вот эти на Uniswap, ну такое, да, когда мы там добавляем ликвидность, они тоже все в диапазон вернулись и сейчас несут комиссию. То есть получается, можно сказать, что альт-сезон тоже в какой-то мере, он тоже сейчас работает. Ну, то есть биток у нас там около там 37, там болтается 38 иногда там касается, все же сейчас вот перехай на 40, вот, хотя кто-то там из аналитиков, я уже там, не помню, сказал, что в ближайшее время, наоборот, биток может откатиться на 30. А кто-то вообще говорит, что биток может стоить 0. И хуйня этот ваш биток, это вот для хайлайтов. Слушай, но вопрос такой все-таки, это сейчас, как ты думаешь, уже все предпосылки для булрана или так? Смотри, так как у нас мы не трейдим, то есть у нас мы не про трейдинг, у нас канал не трейдинга, ну, мы вот с щитками мы можем поиграться, но это отдельный бюджет, это отдельная история, да? У нас история с DCA, то есть мы постоянно пропагандируем, да, мы как пропагандоны, DCA, вот, это Dollar Cost Averaging, да, то есть ты покупаешь равными частями, как тебе нравится. Вот есть деньги раз в неделю покупаешь раз в неделю, типа выделил $1000 и разделил на какой-то свой микропортфель. К примеру, это биткоин, эфир, там, не знаю, там какие-то пару альтов топовых, типа Что вы Polygon. покупаете топ-5? Биткоин, эфир, это стабильно, мы покупаем. До этого я добирал Polygon, Polkadot и... Что еще? Ну, Polkadot точно был. Вот у меня было 4, значит. Не финансовая рекомендация. Да, но это все не финансовая рекомендация. Мы вообще ебланы, нас не надо слушать. Не мы, а он. Do your own research. Ну, я про блокчейн-медиа, да. Вот, поэтому в комментариях можете написать, как еще нас можно называть. Все, да, все ваши... И пишите, самое главное, свой телеграм-ник, чтобы мы вас нашли и выебали. Вот. Обязательно, потому что у нас связь с Пашей Дуровым, вы помните это в начале. Сексуальная? Какая у вас связь? Разнообразно. Вот, максимально. Вот, поэтому он просто сразу гео скидывает, такие, знаешь, я тебя найду, в Counter-Strike проиграл. Короче, в общем, раньше было 4 монеты, значит, это биток, эфир, Polkadot, Polygon. Потом мы убрали вот Matic и Polkadot с дотов, да, это мы убрали, и я заменил их на такой свежий, наш фрешменов, на свежую кровь. Это мы добавили Aptos, Arbitrum, и я еще оптимизм немножко покупаю. Ну, то есть вот я добавил вот эти Aptos, Arbitrum, оптимизм. Тебе не занимать оптимизмом. Да, поэтому вот такой, опять же, не финансовая рекомендация, потому что вот опять все проебете, будете писать, вот лысый пиздобол, я, значит, на все деньги купил, вот все, как ты и говорил у хороших ребят в подкасте, нахуй вы его позвали. Вот, это я уже читал. Такое не пишите. А я на всю пенсию зашел, да? Да. Вот, поэтому, как бы, если вы не понимаете, о чем мы говорим, то просто слушайте и наслаждайтесь жизнью. Под пельмени. И просто здесь будут прикольные истории, как проебать $1 миллион, допустим, за неделю в крипте. Вот мы практикуем с Максом, расскажем попозже. Да, напоминаю, что у нас фонд, у нас сейчас идет сделка в OpenAI. Возможно, осталась еще аллокация, была на момент текущий 95 тысяч, поэтому наши контакты в описании. Обязательно пишите, вышли свежие хорошие новости, что есть ребята, которые готовы туда проинвестировать, и сейчас совсем по другой оценке, практически в 3 раза выше текущей, по которой у нас сейчас есть акции. Так что пишите, узнавайте актуальную информацию, потому что выход этого подкаста неизвестно в какой промежуток времени будет. Я только подумал, а это нормально, когда мы приглашаем человека, который постоянно как скамщик, и тут же предлагаем при IPO, вот прям в этом эфире. Это альтернатива. Это да. Ну, либо туда несите, да, либо... Ну да, либо у нас вы все проебете, либо здесь у вас есть какие-то шансы. К тебе же понесут, ты понимаешь? Потому что у тебя Потому что мы искренне и честно говорим, что в крипте есть риски и риски. Подожди, риски. У нас документ на 30 страниц с рисками. Его никто не читает.
слушают то, что мы говорим. Я коротко говорю, тут пиздец вообще, можно все проебать. Do your own research. Вот даже do your own research уже не слушают. Они, в принципе, ладно, что там, давай кнопку MetaMask куда подключать. И отправляют бабки. В общем, да, книга действительно написана с помощью искусственного интеллекта, но он же так не говорит, напиши мне книгу, братан. Он так не умеет. Там уже промптов, да, с ним там общаешься. надо было с ним общаться, то есть как, типа, давай ты будешь там, грубо говоря, как будто бы редактор или там писатель, и мы вместе с тобой, типа, в соавторстве напишем книгу. Я тебе буду говорить какие-то там идеи, мы будем составлять там план, потом расписывать главы, потом я ему добавлял какие-то штуки, которые там, допустим, он не знал, и говорю, давай включим вот на текущий момент свежие прогнозы от топ там 5 фондов, типа там Paradigm, там Андерсон Хоровиц, там какие-то нашли мы штуки. Он прикольно сделал описание, то есть, допустим, мне не надо писать, он взял, допустим, описание, то есть такой, что такое Андерсон Хоровиц, то есть справка. То есть он такой раз справку про Андерсон Хоровиц написал, кто там что еще, какие там они молодцы, и потом я раз там нагуглил, допустим, самый свежий прогноз, все, добавили прогноз. Потом кто такие там Paradigm. И вот тут он прикольно, ты то есть он может расписывать, дятину. Нагуглил, то есть ты тогда пользовался, еще не было свежих данных в GPT, а сейчас уже у него, да, на тот момент у него был что-то там какой-то год, 21-й, да, он отставал там конкретно, а сейчас апрель 23-го. Да. И они постоянно догоняют, и они еще в GPT-4 Turbo сделали, во-первых, Vision, он может смотреть PDF-ки, ты ему прям можешь какие-то штуки давать, плюс они довинтили туда через майкрософтовский поисковик походы в интернет, это тоже есть, то есть сейчас он еще модный. Еще они докрутили прикольный GPT, я не знаю, у вас был, Илюха, из Plasma Finance? Нет. Вот, дам вам потом, приглашайте. Но он может только, наверное, в онлайне или в Дубае, там, или на Бали. Вот, он сам на Бали. И он сейчас завел канал прикольный про АИ, и про крипту. Они Plasma Finance сделали, это в крипте, это DeFi, крепкий такой DeFi. Но он программист, и ему еще нравится вот эта вся история с AI. И он написал GPTs, там есть, можете приложения такие делать, у них есть Marketplace, куда ты можешь свои приложения выставлять, и у него приложение, которое рисует чипсы Doritos, обложки там, с разными, да, это же я сделал, да, с разными вкусами. То есть уже готовые приложения, плагин, ты на него нажимаешь, он у тебя в GPT открывается, и там просто нарисуй мне, типа, там, придумай, или там, create, типа, Doritos with flavor, там, со вкусом биткоина, или со вкусом, там, не знаю, там, пиздюлей, чего угодно. И он тебе рисует обложку, или там, со вкусом спорта, он там какого-то спортсмена рисует. Ну, и охуенно все так прикольно, дизайнит классно. И я такой думал, блядь, раньше это надо было взять дизайнера, там, все ему рассказать этому дебилу. Вот, он пойдет что-то рисовать криворукий, придет, тебе покажет, там, вот тайминг задержки. Тут ты сидишь просто, говоришь так, в моменте можешь подправить, добавить меня, добавить фотку, используй меня вместо этого. Ну, то есть это максимально быстро и удобно, но просто надо как бы с инструментами этим разбираться, иначе вам всем пизда. Вот, если вы не разберетесь с этими инструментами, вот, это не шутки сейчас, это самая важная мысль за эти, блядь, 1,5 часа. Вот вам всем надо сейчас разбираться с искусственным интеллектом, с АИ, потому что если вы с ним не подружитесь... Эти терминаторы всех нас уничтожат, вас первых. Им не надо разбираться. Чем меньше, тем больше нас. Ну, тем сильнее мы. Мы съебем на Луну, да? Ты хочешь сказать, мы успеем. Кораблик-то маленький будет, да, с Илоном Вам Маском. только вот так вот не хватало еще сделать в этот Мы момент. просто хотя бы не обеднеем, мы не потеряем... Не, это ни хера не шутки. Я сейчас вот слушаю вот этих всех Ютковского, там еще кучу книжек. Есть прикольный этот Макс, фамилию забываю, он физик вообще, ну, очень крутой, и у него там интервью... Да, нет, не тот, не наш, Таппер, по-моему, короче, он американец, и он, значит, написал много там книжек, и вот у него последняя, там, Web3, типа, Web3, ну, короче, жизнь 3.0, типа, жизнь 3.0, это вот уже искусственный интеллект, и вообще он будет, и у него там красной нитью написано, что то, что нас очпокают искусственный интеллект, это уже, это не вопрос, очпокает ли, а просто когда. Вот просто когда. Вот эти терминаторы, которые мы смотрели, все терминатор, да, вот этот железный терминатор придет и всем по балде, блядь, стопудово надает. И если вы не поймете, я читал, как дружить. Я читал книги этого... Ютковского? Айзека Азимова. Блядь, это... 3 правила робототехники, 3 да? закона робототехники. Хуя они не работают. Нихуя не работают, потому что там же следующая одной из книг, он их обходит. Он их обходит. Да, придумал. И то, что эта хуйня не прочитает Азимова, да, она уже прочитала. Я все знаю, суки. Такая 3 правила, да, пиши. Он вывел нулевое правило. Да, у вас ничего не получится, кожаные мешки. Поэтому записывайте свои подкасты, там, блядь, с этим лысым долбоебом. Вот, все, я вас уже всех там... Так, возвращай нас немножечко в текущую реальность. Давай поговорим про ретро-дропы и без палева пошилим или палевно пошилим твой продукт. Слушай, можно выбирать, то есть говорю, я вот... Давай сначала коротенько, что это такое, потому что кадром. Не все как бы Я говорил, шарят. да, давайте начнем с того, что это такое. То есть, во-первых, какого хера
хера вот эти все ретродропы, airdропы так сейчас всех там возбудили. Возбудили, вот одним из первых его раздал Uniswap. То есть была такая история, да, ребята из Нью-Йорка долго не запускали токен, а потом все-таки уж как-то они уговорили Андерсон Хоровиц, там, Парадигм, всех, кто в них проинвестировали, говорят, ну, токен, типа, вот надо бы... А почему уговорили? Почему им удалось уговорить? Это немножко ретроспективный исторический ракурс. Значит, потому что пришли школьники безбашенные и сделали суши. И сделали вампирскую атаку на протокол Uniswap. То есть они все скопировали один в один, как Uniswap V2, и добавили токен. И сказали, если вы к нам переведете ликвидность вот тут в одну кнопку, то есть просто можно было в одну кнопку переместить всю ликвидность из пары, допустим, ETH, USDC на суши, и за это получить фарминг. В этой паре тебе сразу начинали начислять токен суши. Очень умные пацаны в Нью-Йорке просто охуели. Они вот на это смотрели, как мы сейчас с вами вот так сидели, смотрели. И как потом... у них вот так ликвидность, да? Да, их просто задрейнили. То есть чисто за неделю там можно найти, я не знаю, там у вас на монтаже найти вот эти вот скриншоты, как чуваки, школьник из суши, а это был в одну калитку тип. Просто какой-то бангладешский там пацан, которому дали, блядь, Android, и он с андроида въебал Uniswap. То есть там сидит команда в Нью-Йорке с венчурными фондами, ты понял, на самолетах там летают, очень модные, и пацану просто, блядь, в Индии достался нахуй Android какой-то телефон, и он такой заходит, блядь, GitHub, нахуй, скопировать. Туда-сюда, там модифицировал, добавить токен, что еще, запустил и сделал твит. Какой-нибудь еблан типа Илона Маска, о, прикольно, репостнул, и все, пиздец. Вот бинго. И чувак за неделю просто забирает всю ликвидность, типа $1 миллиард ликвидности из Uniswap. И они в шоке, то есть они понимают, что они забрать не могут, и нужен токен. То есть нужно как-то вознаграждать, блядь, людей, потому что весь фарминг ушел туда, потому что вот все. У них нечем крыть, короче. И они срочно, во-первых, это нажало на педали, они выкатили версию 3, которую закрыли. То есть третья версия, когда появилась Uniswap, вот эта концентрированная ликвидность, охуенная вообще вещь, то есть в этом надо разбираться, это там много умных слов, таблицы, всего. У нас, кстати, есть отдельный видос, который набрал меньше всего просмотров, то есть если я вот такую хуйню сейчас с вами мы пиздим, ха-ха, хи-хи, там посмеялись, да, там матом поругались, просмотров больше. Все классно, лайт-контент. Записываю шумный контент с таблицами, разбор Uniswap, как вам заработать на Uniswap. То есть я записал, точнее не я, чуваки из Нью-Йорка сами нарисовали таблицу в Excel, где просчитали, короче, коэффициент эффективности вашего капитала. То есть если вы вкладываете и как вы сужаете пул, то есть сколько иксов можно добиться, сужая, короче, коридор ваш. И, грубо говоря, там такая таблица, и там написано, то есть если ты кладешь, допустим, $10 тысяч и сужаешь коридор цены волатильности 1% вправо, 1 влево, то есть минус 1%, плюс 1% от текущей цены, и у тебя, допустим, курс постоянно волатилит в этом коридоре, то у тебя эффективность, типа, я сейчас не вспомню, ну, типа, от 50 до 100 иксов на капитал. То есть твоя, там, $10 тысяч превращаются, блядь, в $10 миллионов. Вот, и вот там вот идут, и ты выбираешь самую объемную пару, то есть, грубо говоря, то есть, к примеру, есть пара ETH, или обернутый VETH и USDC. Это самая большая по объемам в сутки пара. Там бывают объемы иногда, типа, ну, чтобы не спиздеть, там, 100, 200, может, иногда миллиард в день. То есть они уже чпокали центральной биржи. То есть вот когда вот на пике, там просто сумасшедшие объемы. И там, да, там комиссия у них 0,01, очень маленькая, да, но когда ты зажимаешь коридор, вот, и ты загоняешь туда, допустим, $100 тысяч, у тебя $100 тысяч превращается в 100 лямов, и ты там, короче, вот это с этой, ну, ты можешь переставлять, и есть вот на Plasma Finance как раз инструменты по автоматизации, да, и вот эта таблица была закреплена, короче, вот к этому видео, и я прям за 14 минут, по-моему, рассказал все, закрепил таблицу, даже название кликбейта сделал, типа, как там, что-то там 100 иксов заработать на Uniswap. Блядь, 1000 просмотров. 1000, сука, просмотров. Вот. Рассказываешь как-то поебень, вот, ну, просто, знаешь, хайповую. Все прибежали. И вот, короче, у Uniswap вариантов не было, им пришлось выпускать токен. Потому что они тоже рассказывали все вот эти умные вещи, приглашали чуваков из Парадигм, делали подкасты, ходили по всем подряд. Ну, крутые. Мы сделали V3, концентрированная ликвидность. V3 они, правда, на GitHub закрыли до 1 апреля 2023 года. То есть нельзя было скопировать. То есть первое, что они сделали, они выкатили новую крутую версию и защитились. То есть теперь таким пацанам, как суши, нельзя было просто так скопировать. Но это все равно сильно не спасало. Они там, ну, уже что-то там пытались сделать, какую-то там ликвидность как-то они забирали, но пришлось выпускать токен. Они сделали анонс
И, видимо, юридически какая-то была конструкция, что они должны были раздать, я не знаю, как-то часть токенов надо было посеять, раздать людям, чтобы у них не было, типа, какой-то мажорити или большей части, или отсек они там морозились. Я уж тут точно не знаю, в это не вникал. И, получается, они решили так сделать. То есть все, кто до этого, там, допустим, с самого начала основания платформы пользовались платформой, предоставляли ликвидность, что-то там свапали, короче, вот этим всем чувакам на все кошельки, они там 400 миллионов токенов, типа, там, под ним, там, допустим, распределили. И получается, каждый кошелек, который там что-то выполнял, получал 400 токенов. И в моменте они там на запуске стоили $3. То есть там ты, типа из разряда ты там 1200, там 1500 долларов получал на каждый аккаунт. У нас там с Максом было по парочке аккаунтов как минимум, там, то я с одного, со второго заходил, там, с телефоном. И получается, мы в моменте получили за то, что мы пользовались, рассказывали, там, вот этой всей херней занимались, мы получили на каждый аккаунт там по 1200, по 1500 баксов. И мы просто охренели. Это же, знаешь, как пример. Ты пришел в Сбербанк, такой постоянно пользовался там услугами, что-то карточкой платил, у тебя на депозите было 10 тысяч рублей, и потом Греф такой: заебись, у меня настроение, а давайте всем нашим пользователям, которые до сегодняшнего дня пользовались, вместо вот не тем чувакам, у которых акции, да, и мы дивиденды раздаем, а давайте теперь вот эти все там 1 триллион дивидендов раздадим нашим пользователям. Мы же на них зарабатываем. То есть, получается, есть акционеры, и мы постоянно дрючим наших пользователей. Они нам бабки дают, там платят комиссии, все, мы пользуются нашим продуктом, все классно, но зарабатываем мы на них. А бабки отдаем вот этим пацанам богатым. Ну, пацанов богатых же много уже денег. Давайте один раз, всего один раз, типа вот этот триллион распилим между теми, кто пользовался. И ты такой заходишь на свой счет, и у тебя там не 10 тысяч, допустим, рублей, да, такие хюракс, у тебя там плюс еще 5 тысяч. То есть для кого-то это капсда вообще. 5 тысяч рублей прилетел, просто так. Вот это примерно такой эффект был. То есть мы пользовались протоколом, потому что он и так нужен. И он, все, другого там особо не было. Это как бы, а потом тебе такие говорят: ну, братан, на тебе на каждый аккаунт по 1,5 зеленки. Бля, пока Слава рассказывает, я чувствую, какая энергетика, стол ходуном ходит просто. Это я писюном просто упираюсь. Такую шуточку делаю. Чтоб ты проснулся. Это, блядь, венчурный подкаст про венчурные, блядь, инвестиции. Писюном стол шатаю. Вот. Это была загадка, вы подумайте, к чему это. Вот в конце будет разгадка. Кто разгадает, да, мы дадим тому еще один приз. И вот, короче, смотри, вот это был первый ретродроп, по сути, да. Вот, кстати, хороший вариант. Возьмем на заметку. Кто будет писать плохие комментарии, будете потом в студию сюда приходить, и Серега есть наказание для вас. Простите, пожалуйста. Ну и окей, и что дальше? И смотри, вот это был первый airdrop, когда... И он выстрелил капсда. То есть все об этом написали, там была какая-то эйфория, все просто в шоке были. Ну, то есть это капец, как комьюнити зашло. Ну, а криптонейты такие ребята любят повторять. Хорошее то, что зашло. То есть это получился охеренный бесплатный маркетинг. То есть можно было что-то там писать туда-сюда, но вот про это, блядь, написали все, кто даже писать не мог. То есть чувака рук не было, он носом сидел и ебашил, что типа я airdrop получил, понимаешь? Ну, то есть это максимальная типа виральность была. Вот. И после этого начали уже там ребята разные, даже Торнадо Кэш тоже раздал, и мы пользовались тоже Торнадо Кэш, там мы тестировали, как он только появился. Вот что-то там игрались, настраивали этот ZK Sync, вот как оно там типа микшируется. И у нас был один аккаунт. И на этот один аккаунт прилетело токенов в эквиваленте $50 тысяч. То есть это просто, знаешь, вот это раздача невиданной щедрости. Потом там DivideX, но там с DivideX уже с хитростями был. Тоже там у нас есть чувак, Сёма, не знаю, ты знаешь, короче, ну, он, по-моему, был тоже на призе. И он в DivideX, по-моему, 200к плюс получил. Зеленки. И вот таких кейсов до хера. Из последнего это вот Arbitrum, вот, тоже там до хрена они раздали. Потом там есть еще там всякие, там, если ты NFT владеешь еще, ну, то есть там много-много всяких штук. И вот сейчас, получается, осознали, что можно как-то абузить, то есть теперь все понимают, что иметь один аккаунт это классно, но лучше бы иметь 10, а то и 100, вот, но уже и проекты поняли. И вот, допустим, последняя история с Арбитрумом, они как бы и раздали, ну, много довольно, да, но они отбрили. То есть есть такая штука, типа антисибил. То есть когда они видят кластеризацию, то есть, грубо говоря, они также используют вот эти сервисы, типа там Chainlink или еще какие-то, или Duna, то есть они все это делают, снимки блокчейна, потом смотрят на кошельки, смотрят на их взаимосвязь. Если ты с одного кошелька пополнил гирлянду кошельков и со всех, короче, там что-то сделал, как бы, ну, это видно, что у тебя такой одуванчик, да, то есть один, и потом такое у тебя облако, вот, и ты такой весь одуванчик, ебланчик, вот, думаешь, что тебя не заметили, вот, то все это в блокчейне прозрачно, и все это видно. Ты просто кладезь каких-то словосочетаний. Ну, я же в армии прослужил. Я 5 лет проучился, а потом 5 лет прослужил. 10 лет, так сказать, военной закалки. Слушай, потом появились такие ребята, которые начали собирать инвестиции под это тело. Просто от людей: давайте мы это, мы сами вручную будем все это абузить.
Ну, типа того, да. То есть они придумали часть что-то скриптами, то есть есть на GitHub скрипты, ты можешь пытаться разобраться, но тебе все равно нужен какой-то сервер на Хетснере или там целая цепочка серверов, потом нужны разные вот эти вот браузеры, специальные антидетект браузеры, когда ты кучу разных вкладок открываешь, ты там везде MetaMask устанавливаешь, потом разворачиваешь вот эти уникальные, создаешь кошельки, потом эти кошельки надо через саб-аккаунты типа OKEx, там Bybit пополнить, то есть каждый кошелек надо уникально пополнить, либо использовать сервисы типа Tornado Cash там или еще какие-то там специальные миксеры, либо пытаться использовать связку, типа, когда ты берешь там у OneInch и у Uniswap, можно использовать их смарт-контракты как прокси. То есть ты туда отправляешь обмен, допустим, USDT на USDC. Но вывод не себе делаешь, а вывод делаешь на новый кошелек на один или на целую связку, по-моему. То есть там еще можно усложнять, короче, то есть там делаются специальные контракты, подконтракты для вот этих усложнений, и вот борьба с антисибилом. А лучше использовать все. Слушай, давай для рядового пользователя, откуда деньги? Ну, насыпали тебе этих монет, они же должны... Ну, там математическая разница, банально. То есть, грубо говоря, ты, получается, тратишь на все. То есть у тебя, допустим, есть, 10 аккаунтов, тебе надо на 10 аккаунтах... Я тебе про то, что компании, когда это все создают, ну вот, ты выпустил токен, для тебя же токен вообще воздух. Ты его раскинул своим пользователям там по 1000 монет. Эти пользователи же должны куда-то пойти, чтобы ликвидность была. А ты ее создаешь, что ликвидность? Не, смотри, это все гениально просто. То есть здесь вот, знаешь, взаимозамкнутые процессы. То есть есть компания, допустим, какая-то знаковая. Опять же, компании, кто раздает airdrop, их много, но выбирают и абузят там топовые. То есть на текущий момент это там, допустим, 6 проектов. Типа а-ля MetaMask, возможно, даст токен, пока непонятно, даст, не даст, да, там ZK Sync, вот эти все Layer Zero, вот такие там Scroll, еще, вот это вот все сейчас из последнего такого типа топчика, там Debunk, там, возможно, там будет токен, да, вот ты там с Debunk смотришь, там еще там какие-то проекты, и вот из всего там, допустим, есть сейчас 100 проектов, из этих 100 проектов выбирается, допустим, супер топ-10, которые уже имеют хорошую подписную базу у себя в Твиттере, то есть у них уже много аудитории, которые у себя на борту имеют какие-нибудь там типа а-ля Paradigm, Андерсон Хоровиц, там других чуваков, которые уже были замечены, да, в проектах, которые давали airdrop, типа Uniswap, там, да, еще какие-то там Arbitrum и так далее. Вот, то есть собирается целая такая там гирлянда поинтов, и там все просто. То есть для проекта они сначала раздают деньги, то есть раздают токен, напечатали токен. Смотри, во время этого огромный посев аудитории происходит. То есть там много-много людей получают этот токен. Это сразу значок топовым биржам. То есть, получается, когда у тебя, к примеру, сразу в первые там 3 дня 100 тысяч кошельков реальных охвачено вот в этой истории, 100 тысяч реальных людей, это для крипты это очень большое количество. И эти 100 тысяч людей, им надо куда-то идти. То есть, либо они идут на Uniswap сразу, то есть на децентрализованные, аналоги решений, смотря в какой там сети раздается, да, то есть это какой-то DEX. Они идут на DEX, это первый самый выбор, да, оптимальный. То есть, и там создается, то есть, проект сам создает пару ликвидности. Он может туда добавить, обычно для них не проблема, то есть это все крупные проекты, они могут создать пару ликвидностей на $1 миллион, к примеру. $1 миллион против своего токена, и получается токен бесплатный, $1 миллион реальный. Суммарная ликвидность 2 миллиона. Потому что, так работает пул. Вот. Они на 2 миллиона создают. И так работает же у нас история DEX, вот про предоставление ликвидности, что я говорил, что любой человек может ликвидность предоставить. И это тоже некий smart move, то есть когда проект довольно крупный, и там происходит первые сутки огромный объем, и там можно добиться, то есть ты получил эти токены, и ты можешь просто продать, а можешь где-то так, половину продать, а половину положить в ликвидность, туда, в стакан положить, и люди будут торговать вот это время. Ты диапазончик чуть пошире открываешь там, да, вот такой, то есть, и у тебя вот он его волатилит как раз, кто-то покупает, кто-то продает, и там типа пролетает 1 миллиард объем в сутки. 1 миллиард. И за счет того, что пул создается только первый, там обычно вот эти первые пулы, они 1%. То есть там комиссия не 0,01%, а комиссия твоя 1% на каждом свопе. То есть это просто там космос. То есть там, прикинь, проходит, допустим, 1 миллиард объема, и от этого 1 миллиарда объема 1% оседают в пуле в виде комиссий. То есть это просто космические бабки в начале, и это все смарт-мувы, на которых зарабатывают все. И сам проект зарабатывает, и потом подключаются биржи, причем сразу топовые, типа Binance там дерутся, OKEx, BitGet, Bybit, там мы сегодня говорили, Coinbase добавляет Solana, FTX, не FTX, там садят кого-то. Просто они видят объемы, люди имеют эту Solana, она прям дорожает, объемы идут, все.
до свидания, юристы разберутся. Они там, ты пока добавляй. Вот, и вот так происходит. А ты говоришь, о чем? С камеры, не с камеры? Вы посмотрите, вот, ну, что намного выше происходит. То есть у нас люди, знаешь, у нас вот рынок СНГ максимально токсичный. То есть максимально токсичный. Что бы ты ни сказал, то есть лучше сразу себя отхуесосить, и у них, блядь, вариантов нет. То есть они, так, долбоеб, типа, что ему писать, что он долбоеб, да? Наоборот, напишет, что ты красавчик. И ты, тогда он выделится, понимаешь? О, нихуя себе, блядь, красавчик. То есть мне писать, что я долбоеб, бесполезно. Потому что я сразу пришел, позицию такую занял, да, я, окей, пиши, что хочешь, мне еще похуй, типа, я своим путем иду, да, как говорится. Пиши, что хочешь, что покупай. Да, поэтому, как говорится, ссылка в описании. Вот. И там, как бы, за рубежом оно, ну, попроще. У нас, да, максимально токсичная хуйня, ты что не скажи, ты все равно будешь неправ, там, как у вечеру не подкаст, или про балет, блядь, или это, и все равно будешь мешают танцору плохому, а вот там танцоры плохие все. То есть те, кто люди пишут комментарии, у них дохуя свободного времени почему-то, чтобы, блядь, написать, ты сильно часто пишешь, сейчас пойдем все сядем, закончится подкаст, как сядем хуярить комменты, блядь. Блядь, в ретро-дропы, сука, вернись. Не, ну, надо тему, как бы, понимаешь, мы как бы должны... Ты правильно, ты молодец, блядь. Ты вот для этого ты и сидишь, понимаешь? Я уже хочу уйти быстрее. Да, ты давай там, типа, харе пиздеть. И, короче, вот почему это все происходит. То есть они зарабатывают там на комиссиях, а потом их листят бесплатно, блядь. То есть самое главное, то есть обычно, если ты чмо проект, там у тебя, типа, 100 коллег, то ты платишь там 50-100 тысяч долларов в бирже, ходишь там, околачиваешь пороги, чтобы какой тебя, блядь, там скамер залистил, да? На своей скамбирже. А так, получается, ты король. Они тебе пишут, ты им говоришь, типа... Вы занесите мне денег. Да, идите нахуй, или хотите, листите, не имеем вопросов. Вот там покупаете. И биржа просто некуда деваться. А как с биткоином, кому писать? Сатоши Накамото? Типа там, у нас вот крутая биржа, короче. Хотим залистить биткоин. Да, кому написать? На заборе, блядь, вон, иди там рядом с хуем напиши, что ты хочешь залистить биткоин. Вот, и жди, пока там кто-то прочитает. У тебя ж ебать биржа крутая. Вот. И так примерно происходит и с проектами. Мне кажется, так много мата у нас не было ни в одном. Было, же выпуски предыдущие, блядь. Но запикайте. Есть же нейросетка, ёпта. Вот, возьмете, я уже сказал, есть нейросетка для монтажа долбоебов, да? Отдельно. Только нас будет монтировать, она, понимаешь? Специальный плагин. Снимай, блин. Специальный плагин. Нас, сейчас снимают и выложат еще все. Ну и хорошо. В запрещенный грамм какой-то, да? Да, какой-нибудь туда. Да, прекрасно. Окей, все. И что дальше? Я уже запутался. Не запутал. Смотри, мы сейчас разобрались, почему проектам это выгодно. Да. То есть они получают бесплатный охеренный маркетинг. То есть все, тут понятно. Ну понятно. Теперь где бабки у хомяков? То есть хомяки, мало то, что он получил, он там может, если грамотно этим распределиться, он половину сразу в стакан пуляет. И, кстати, статистически не надо ждать ничего, да? То есть надо сразу половину, в принципе, на первых свечах, там будет максимальная активность, надо разгружаться как минимум половиной, остальную половину можно делить еще напополам, часть дать в ликвидность, за ней тоже надо смотреть буквально сутки-двое, потом это все там уже неуправляемая история. То есть оттуда просто забирать деньги. И часть можно себе на всякий случай оставить, вот она может отрасти. На случай, если вдруг... Да, но вы можете пойти, если вы не ленивое чмо, и посмотреть ретроспективно, вот, допустим, там Uniswap, да, там Arbitrum, там Optimism, ну, там все, кто что-то раздавали, возьмите все графики выхода, ну да, посмотрите первые сутки, первую неделю, что было выхода, и просто наложите, вот там есть, допустим, там как TradingView, и на TradingView зайдите, проклацайте, да, и как бы себе, и посмотрите, примерно картина будет одинаковая. Первая неделя какой-то там спайк, рост, то есть буквально вы можете что-то вынуть, а потом вниз, и там какая-то стагнация, а потом уже там идет распределение, да, вот все хомяки выходят, вешаются, и уже потом нормальные дяди начинают это все отправлять уже наверх попозже. Вот как сейчас с Solana примерно происходит. Поэтому тут мы разобрались, да, то есть проектам выгодно, а хомяки тоже, почему хомяки теперь это делают, да, то есть кто-то там руками, кому-то заносит деньги, кто-то, допустим, у него бабок нет, у него есть время. Он садится, начинает это все сам разбираться, делать руками. Это тоже работает, но при этом все равно ему понадобятся бабки на транзакции, то есть на вот эти косты, особенно если это эфировская сеть, или там еще какая-то, где-то эфир самая дорогая сеть. Прям сегодня в 3 раза выросли комиссии. То есть, капец там. Потом там БСК, Матик, еще какие-то там LR2, LR0, то есть у каждого своя херня, но все равно бесплатного не будет. То есть однозначно вы будете тратить время, вы будете тратить на бриджи, вы будете из одной сети перемещать в другую, там постоянно надо за этим смотреть. Тестнет — это отдельная проблема, то есть у них тестнет может длиться 30 дней, потом они все сносят, и ты заново начинаешь. Они сносят, и ты заново начинаешь. То есть это все меняется, то есть это боль. То есть если ты там школьник, у тебя до хера времени нет бабок, то ты можешь все делать руками. Второй вариант, когда чуваки пытаются делать фермы,
То есть они понимают, у них есть там возможности нанять программиста, системного администратора, который все это развернет, они сами скачают скрипты, они в это проинвестируют. Мы пошли по этому пути первый раз. То есть у нас были деньги, у нас было понимание, что это работает, мы выбрали Arbitrum, были типы, системные администраторы, у них были скрипты, они тоже этим занимались, мы просто мы им дали ликвидность, говорим, давайте так. Они посчитали, вот нам надо там было, я не помню сколько уже там, мы пытались 1000 аккаунтов сделать. Вот не вся 1000 там прошла, там где-то нас отбрили, что-то там где-то поломалось. Вот. И они посчитали, что на каждый аккаунт у нас сколько-то денег, мы там с Максом, по-моему, по 20 там, или по сколько-то там тысяч, я уже точно не помню, скинулись, но это нормальные деньги. То есть типа на двоих там а-ля 40, и пацаны еще что-то делали. Они там, и мы вот это все, почти все, по-моему, там потратилось на транзакции, на комиссии, на вот эту вот всю историю. Вот. И потом оно выстрелило. То есть мы суммарно там, по-моему, что-то около под 300к получили на Arbitrum, на банду. Достали. Да, то есть, грубо говоря, допустим, 40 закинули, а почти 300 получили. То есть, здесь сработала математика, то есть, получается, на один аккаунт в среднем от 500 до там 2-3 тысяч долларов дают. То есть, если у тебя там 100 аккаунтов, вот ты там умножаешь, это примерно в среднем по больнице. И, получается, дальше уже появились сервисы как раз автоматизации, появились всякие вот эти закрытые группы, там какие-то платные отдельные скрипты, ты пак покупаешь, но в чем минус скрипта? Ты покупаешь этот скрипт за бабки все равно. То есть тебе его дали. Во-первых, ты, если не понимаешь, как его разворачивать, как им управлять, как его отслеживать, это все равно потом гемор. И внутри скрипта, то есть ты мало ты скрипт купил, он только автоматизирует процесс. Он тебе генерит кошельки, он делает какие-то транзы. Но бабки на транзы все равно надо класть свои. Вот. И если ты их неправильно там кладешь, и вот этот скрипт, допустим, он тебе скажет, я тебе нагенерил 100 кошелей, но пополнить их надо. А пополнить их надо как-то либо через субаккаунт или еще. То есть там масса моментов, о которых не говорят, и получается на текущий момент вот то решение, которое мы там сейчас склепаем, вот этот marketplace, да, давай. Причем мы сделаем с той же командой, которая... То есть типы как, они... Вот мы с ними заработали бабки, они поняли, что у них эта тема тоже сработала, они научились классно антисибилить, вот эту вот историю там с прокси, там вперемешку, да, там и с OKEX, со всем, и они нам говорят, следующий раунд, типа, уже там удвоили нам. Типа, вот будет вот так. А мы им говорим, слушайте, а давайте другую концепцию сделаем. Давайте сделаем типа маркетплейса, соберем типа мини-раунд, вот люди как подписку. То есть сделаем подписку, вы в эту подписку будете генерить минимум, допустим, там 10 бесплатных кошельков и какую-то карточку, уже что-то будете делать. А дальше будем добавлять новые карточки, мы будем как медиа-амбассадорить, адвайзеры, мы будем советниками, дадим каких-то тоже вам инвестиций на старте и будем как бы вместе, на каких-то льготных условиях участвовать вот в этой хуйне. И вот у нас сейчас, я тебе до записи говорил, у нас в одном проекте на банду есть 14 тысяч кошельков. Прикинь, 14 тысяч. Это, блядь, руками не нагенерить. Вот мы с помощью вот этой херни себе делаем. То есть во всех карточках, которые там сейчас присутствуют в этом Airdrop Hunter, там у нас есть большие пакеты свои. Их даже не существует. То есть мы там продаем, допустим, пакеты. То есть максимум можно купить 100 аккаунтов. А у нас там, намного больше. То есть мы все равны, но вы равнее. Нет, мы больше бабок тратим. То есть смотри, чтобы прогнать 14 тысяч аккаунтов, это же не бесплатно. То есть это не просто нагенерить. Сколько вы потратили? Да, туда надо засунуть. Слушай, там, я не знаю, там сотнями тысяч долларов. То есть там это вот на комиссии сжигается. То есть оно кажется, что мы сейчас тоже как бы вместе со всеми рискуем и инвестируем, потому что мы не знаем, какой проект. Вот там сейчас 6 карточек, допустим. MetaMask, ZK-Sync, Scroll, Debunk, там еще, я все не помню. Можно там на сайт зайти, вот Airdrop Hunter, и посмотреть. Но появилось сейчас, когда все копируют, и появились какие-то чуваки, также назвали Airdrop Hunter, сделали в бота какого-то в телеге, и еще где-то, и они ничего не делают, они просто бабки забирают. Прикинь, вы же сами сделали. Да, они не парятся. То есть, они умнее нас, как минимум. То есть мы тут что-то сжигаем, какие-то 14 тысяч аккаунтов, у нас там есть там SEO отдельно. То есть это как бы... То есть мы в этой компании как адвайзеры и инвесторы. Там отдельно есть SEO, там есть, там, не знаю, там чек 15. У них дизайнеры свои прогеры, джуниоры, хуюнеры, отдельно там те, кто программирует эти ТГ-боты какие-то, там отдельно аналитики, отдельно те, кто дюну ведут. Там прям большой комбайн. Там часть типов сидит там в Бангкоке, в Сингапуре, я знаю, в Польше, Дубай, а мы чисто маркетинговую составляющую инвесторскую, да, делаем как бы. А типы просто еще лучше пошли. Они просто все скопировали, сделали типа телеграм-бота какой-то, даже сайта, по-моему, нет. И просто ты нажимаешь пару кнопок и можешь пополнить там через воллет Паши Дурова, там, отправить бабки любыми способами. И все, они забирают, и как бы на этом все. И нам пишут под каждым роликом, вы ебланы, типа, это говно ваше не работает, блядь. И, то есть, херовый пиар — это тоже пиар, вот. Но я уже думаю, мы с SEO говорили на последнем звонке, ты как-то отслеживай, там, дистанцируйся, там, какой-то логотип придумай другой, потому что, вообще, капец. Да, слушай, давай теперь уже прям детально перейдем к твоему проекту. В принципе, думаю, ты такую вводную часть прям достаточно
хорошо дал. Ваш проект сейчас вот для обычного рядового пользователя, то есть у меня там, не знаю, $1000 лежит, да, есть новый проект, в котором я могу получить дроп там этих токенов. Я могу либо с одного аккаунта со своего херачить, но понимаю, что один аккаунт как бы, ну, это маленький шанс того, что я могу выиграть. А могу к вам зайти на платформу, взять вот это пакетное решение, например, на 100 аккаунтов и полностью через вашу платформу ваша платформа фигачит мне 100 аккаунтов, мой вот этот депозит, он проходит через все вот эти вот комиссии, которые нужно всем заплатить за эти все 100 аккаунтов, и я сижу на попе смирно, уже жду, смотрю, какая часть этих аккаунтов может выиграть и забрать вот эти дропы на себя. Ну, ты, в принципе, рассказал четкую стратегию, спасибо. как оно и работает. Записано, да. Но Слушай. так, концепция такая, да. То есть ты приходишь, подключаешь MetaMask, есть отдельная аппликуха, как вот у всех, да. То есть все Web3 проекты работают так. У них есть Lendос, типа вот как у OneInch, там у Uniswap, там описано что-то там, да, основные какие-то штуки там. И есть апка. Все, ты включаешь application, там всегда написано, что это там бета-режим, do your own research, там ты подписываешь, как мы взяли много чего от OneInch на самом деле. То есть вначале перед подключением даже MetaMask или там масса кошельков, там все это работает интегрировано. Ты соглашаешься с офертой, что ты там прочитал, что есть правила определенные, да, что это крипта, и типа, да, могут там масса всего задействовано, да, есть там риски в любом случае, и может это все типа поломаться, и ты можешь ни хера не получить. Вот, все, ты согласился. Их, конечно, всегда все читают. Ну, естественно, всегда. Как мы с тобой, все читаем. Вот. Все, ты заходишь, и у тебя реально открывается маркетплейс. На маркетплейсе лежит там, допустим, 6 карточек. Там есть сверху отделение, то есть именно аирдропы, ретродропы, где карточки. Потом есть отдельная история с нодами. Это вот отдельно тестнеты, ноды, там прям там в ручном режиме все разворачиваются, ноды. Отдельно есть вкладка со статистикой рефералки. И отдельно мы сегодня только были на звонке с ребятами. Они генерят прикольные стратегии как раз вот для Елда, для Uniswap V3, комбинация, когда ты типа приходишь на компаунд или на Aave, взаим берешь бабки, и дальше сложная стратегия строится, ты взял взаим, положил в ликвидность, там оно у тебя работает, потом ты возвращаешь взаим, ну, то есть ты делаешь как бы плечо определенное, и у тебя там может быть там из разряда 50, 70, 80 годовых, и это тоже можно в одну кнопку разворачивать. То есть, но этого пока нет, это сейчас будем тестировать. И все, ты пришел, выбрал, что тебе надо, посмотрел на свой баланс, сказал, у тебя $1000. Ты смотришь, что, допустим, там есть 2 проекта, и вот начинается от 5 аккаунтов. То есть 5 аккаунтов можно там или 10 купить, допустим, 10 аккаунтов стоит $150. Ты нажимаешь 10 аккаунтов, покупаешь сначала себе аккаунты, генерятся по тебе кошельки, JSON-файлы, все. И потом уже открывается такое окошко, и показано, что к этому проекту, какая логика. То есть как строятся вот эти круги, что там будет свапаться, сколько... И просчитывается на текущий момент по газу, сколько тебе надо еще добавить, чтобы, ну у тебя там типа итого $500 закинь. Что тебе вот ты $150 ты купил себе аккаунты, а теперь, чтобы эти аккаунты пропустить, тебе нужно положить тело плюс газ. И все, и ты кладешь тело плюс газ, нажимаешь кнопку «Подписать», и оно поехало в работу. Все, оно прокрутилось. И потом и остаток, да, остаток распределяется равномерно. То есть все, что у тебя осталось, вот, допустим, там не все тратится. Вот, да, то есть и какие-то крошки, они размазываются по твоим кошелькам. И все. И там сейчас это через Дюну надо смотреть. Ты можешь свои кошельки забить в Дюну, но должны в какой-то версии выкатить решение, когда ты тут же у себя в дашборде будешь видеть по всем твоим кошелькам, где у тебя что, какие транзы прошли, где что осталось, какая вероятность там получения. Если появился новый круг какой-то, то тебе может пуш-уведомление приходить, что там, если не хватает, он там считает, допустим, не хватает на газ. Ты можешь еще там пополнить, допустим, на $50 и активировать там еще какие-то доп-круги, ну, всякую такую историю. То есть это все чисто вот про автоматизацию. Окей, и все, и дальше ты просто сидишь, ждешь. Да. Реферальная ссылка в описании. Ну да, кстати, была реферальная программа на старте 50%. Если вы сейчас крутой кол, то можно ее отдельно там заполнить какие-то данные и сделать там, да, 25-35, по-моему, я точно не помню. Вот мы ребятам какую-то сделаем ссылку, внизу она будет. Вы можете перейти, разобраться, там много-много всего. И там будут бесплатные еще штуки, мы об этом обсуждали, чисто аналитические. То есть вы можете другие ваши адреса забить, и просто посмотреть, просто, да, публичный ключ забиваете, смотрите, да, вероятность получения, где вы там участвовали, еще вот всякие такие вещи, они там на платформе. Слушай, а вы потом камсу, получается, какую-то еще и с выигрышей забираете себе? Или нет? Или вообще выигрыш прописано, уже... Нет, смотри, в выигрыше, если ты клеймишь через нас, то есть там, скорее всего, что будет... Ну вот я через вас 10 аккаунтов создал, вот я их там купил, вот я их проплатил, вот у меня все транзакции прошли, которые нужны, там мне больше ничего не надо, я сижу, жду, и у меня все, сука, 10 выигрывают, там, я не знаю, по $10 000, вот $100 000 мне прилетает.
что из этого мое, что из этого платформа себе Все твое. возьмет? Нет, все твое изначально. То есть у тебя же есть JSON-файл, как вот на MySR Wallet, и все кошельки, все приватники, все у тебя. Если успеваешь, то Вот. твое. Нет. Тут нет такого успеваешь, не успеваешь. То есть ты спокойно можешь идти руками и клеймить. То есть ты приходишь на страничку проекта, они обычно выкатывают в эту страницу, даже мы там в Твиттере везде, там потом под карточкой будет страничка, куда надо идти и клеймить. То есть все, ты перешел, пошел, подключил Заплатил по газ за очереди. это. Да, по очереди подключил все свои кошельки, все это собрал, потом пошел на Uniswap или куда-то, или на какую-то биржу, отправил и продал. А что вы не сделаете? Вот, а и это под капотом. следующий Нет. ответ. Мы должны сделать и так, и так. То есть, иначе, и так пиздеж всегда будет. И хуево сделали, там, или там ровно, неровно, там, да. То есть, и так, и это тоже хуево будет. Вот. Но будет вторая версия, где ты можешь выбрать. То есть, ты либо сам клеймишь, все, как бы, пожалуйста, либо будет отдельный контракт разворачиваться, там тоже будет 200 предупреждений, что на ваш страх и риск. То есть, и этот контракт, он будет публичный. То есть он на GitHub будет лежать, его вообще любой человек может взять этот контракт и использовать. То есть там будет какой-то там аудит, не аудит. То есть это будет публичный контракт, который ты просто подключаешь, свои кошельки через JSON, он их хавает, запускает, он автоматом их клеймит и, допустим, тебе собирает на один. То есть ты можешь делать так. Ты свои 5 загружаешь, он их собирает, пополняешь просто, он тебе рассчитывает газ, допустим, пополняешь там 0,1 эфир, допустим, он это все собирает, а отправляет, как в ННЧ, все собранное на какой-то твой трезор. И все, и он тебе раз быстро собрал и отправил. И с этого вы что-то зарабатываете. Вот, если, да, вот этот контракт будет работать, там будет какая-то вшиваться комиссия. Точно какая, непонятно. Ну, понятно. Вот, там в зависимости будет смотреть, там, может, 3, может, 2, может, 5%. Там. Ну, выглядит как охуенное предложение. Ну да, если это не скам, всё. Расскажи, где подвохи. Давайте немножко у нас время осталось. 3 минуты у тебя. В чем подводные камни? Потому что сейчас, с того, что ты рассказал, выглядит типа из разряда, ты зарегался там на любой бирже, закинул туда с карты там эту штуку баксов, зашел к вам, просто ее закинул. У вас уже есть конкретная... Ну, понятно, там это не так сложно уже. К тому, что для рядового пользователя, вот для рядового даже не скрипты, достаточно понятная дорожка, да? У вас уже выбран достаточно хороший проект, который ты сказал, 6 карточек, зашел в любую, в одну, в 3, во все 6 ткнул, запустил, сидишь, куришь бамбук, получил прибыль. Подожди, подвох. Хэштег Dior. Я не думаю, что в Диоре подвох, что тебе кажется, что это не сложно, а по факту мы поняли, что ебать как сложно. Но это сложно вам с точки зрения технички. Я имею в виду, что... Это не нам, я имею в виду, это сложно человеку. Вот ты сейчас, вот мы сейчас выйдем... сделал, иди. Да. Не, тут-то тебе не надо делать. Участвовать сложно. Он тебя спрашивает, где подвох в вашем инструменте, где вы наебете? Подвоха нет, смотри, в инструменте, это инструмент обычный такой же, как ты руками делаешь, да, или просто автоматизация. Не, ну давай, смотри, наверное, могут, не знаю, совсем не фартовый чувак, ему вообще ни на один из кошельков, вот у него 100 кошельков было, ни на один не насыпали. Вот такой, смотри, это все описано, я думаю, во-первых, в этой оферте. Не, это мы сейчас давай проговорим. Смотри, какие риски, да. Риски то, что все-таки будет какой-то от проекта антисибил, да, и, к примеру, они заантисибилят там всех вот таких автоматчиков. То есть и нас, и вообще всех, кто будет автоматизировать, по каким-то параметрам все равно найдут, чпокнут и всех занесут. Это первое. Второе. Ты можешь там, вот JSON-файл, который тебе выдается, да, ты его там проебал. Вот с этими с ключами, и ты потом там что-то можешь не подключиться, не найти, там это тоже, наверное, возможно, такая история. Третье, что там придут хакеры, которые все на свете ломают, как-то тоже там поломают платформу, да, тоже спиздят все вот эти JSON-файлы и сами заклеймят. Или ты воспользуешься потом вот тем контрактом, который, типа, он прозрачный, там, белый, он лежал open-source, да, но все равно что-то не пошло не так, и тоже ушло. Ну, то есть всегда в крипте есть какие-то, то есть, и даже есть еще риски, которых мы даже не знаем и не назвали. То есть тут главный риск, что ты можешь закинуть $1000 и ничего не получить. И мы так и играем. То есть мы с Максом вот вообще везде, когда мы Uniswap пользовались, мы об этом вообще не думали, что мы что-то получим. То есть и как бы мы все равно пользовались, да. И здесь там, когда мы в Arbitrum тогда 40 тысяч закидывали, мы тоже понимали, что, вероятность типа а-ля 50-50, как динозавров встретить, да, или встречу, или нет, нахуй. Отличная статистика. Да, здесь такая же была история. Ты, то есть, либо получишь, либо не получишь. Все, 50 на 50. И вот здесь... Здесь ровно такая же история. То есть ты либо получишь, и там вот могут щеки дуть любые чуваки, там есть вот разные, да, там сервисы, которые конкурируют. Но из того, что вот если пойти вот сейчас реально самим, да, посмотреть на все сервисы, которые сейчас есть, наш сервис, который вот мы сделали именно как marketplace решение, то есть ты себе ничего не ставишь на... То есть мы какие-то риски тоже убрали. Слушай, здесь сразу приведу. Marketplace, значит, что еще просто сторонние ребята скрипты выкладывают? То есть нет, сейчас там работает команда, да, но есть уже возможность, есть API и есть определенные
регламенты, правила, когда может прийти команда и свой скрипт предложить. То есть она загружает скрипт, он проверяется, подконнекчивается, и там будет написано, что вот эта карточка, она от такой-то команды. Все, вот их креды туда-сюда, и типа они крутятся, и платформа, как Apple, да, платформа, как Apple, забирает свою какую-то комиссию с вот этих всех пополнений. То есть это однозначно проект про деньги. То есть это такая машинка, которая забирает комиссию, вот, плюс выполняет наши какие-то задачи, да, ну, то есть первично она появилась из наших задач. Я говорю, у нас там есть под капотом там по 14 тысяч адресов, да, которые мы там проворачиваем, это тоже огромные деньги мы туда тратим, и она просто сейчас существует как в таком супер бета-режиме, вот уже второй квартал, при этом мы видим, что, знаешь, по статистике мы там про Дюна прогоняем это все, сейчас еще куча сайт-сервисов, то, что я говорил, появится, да, прям там бесплатно, то есть ты можешь проверять, чекать свои кошельки, там, сторонние и так далее. У вас работает? Вы сейчас мне говорил, что ты на ней уже зарабатываешь деньги, она вам приносит деньги, уже кэш живой. Да, наша комиссию генерит. Со всеми вот этими... Ну, ты когда покупаешь, допустим, там вот эти, да, кошельки, там $150 ты за кошельки заплатил. Ты сначала там покупаешь количество, грубо говоря, кошельков, то есть вот эта сумма, там почти вся, она там, да, летит там в копилку. Короче, попробую вас это уже поюзать. Да, потом от комиссии там тоже что-то кусочки летят. Огонь. Ну, вот, короче, оно вот так работает. Реферальная ссылка в описании, да, не забывайте. Ссылка, да, будет в описании. Ну, слушай, Ну, класс, блин, прям... да, и давайте, я хочу домой, отпустите меня домой, пожалуйста, уже. Мы записываем много, все конкурсы вам рассказали, книжку разыграем, книжки почитаете. Может быть, сделаем еще подкаст. Если вам понравился такой сумасшедший подкаст, пишите, может быть, еще запишем какой-нибудь. Сколько пользователей сейчас? Да что ж, заебался, мы заканчиваем! Да мне интересно реально. Ну, пользователь на платформе? Да. Слушай, там 500 000 транзакций, по-моему, 1040 или 50 кошельков разных там сгенерировано. Ну вы же видите, это уникальные, которые не наши. Вот. А кто, ну там типа зарегался сам? Ну да, ну это я же вот их кошельки. Уникальные. Да. То есть там под 50 тысяч, короче, уникальных кошельков. Нормас. Все, классно. Круто. Ставьте лайк, подписывайтесь на про блокчейн медиа. Что Кстати, вам пожелать? Пожелать... Денег? Че? Хорошего настроения, да? Денег говорю. Денег нет, но вы держитесь. Хорошего настроения. Да, подписывайтесь на ребят, у них постоянный контент, они прям постоянно что-то делают, телеграм-канал в сутки раз 20 что-то выкладывают. Да, мы не паримся. Ну вы машины по производству контента прям. Про вертикальный контент мы не поговорили, но делайте вертикальный контент, если вы блогер, он растет. Вот, если хотите быть блогером. Вот. И вы тоже делаете вертикальный контент, нарезки. Делай вертикальный контент. Это наш руководитель отдела маркетинга только что сказал. Это наша мама. Монтажер в концовкой с этой замучается, блядь. Зажибется, действительно. Все, пока. Классно было. Все, пока-пока. Да, в Инстаграме отмечайте нас обязательно. Меня, точно.